Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить имбирное печенье. Благодаря своему ароматному, пряному вкусу это печенье ассоциируется у нас с Новым годом и Рождеством. Особенно приятно, что его можно сделать в виде тематических фигурок и очень празднично украсить. Но это печенье можно приготовить и к другим праздникам, например, к Дню Святого Валентина. И рецепт, кстати, этот очень несложный, чем мне он и нравится. Итак, для него нам понадобятся следующие ингредиенты. 100 граммов сливочного масла, 2 стакана муки, полстакана сахара, 1 яйцо, 2 чайные ложки разрыхлителя, щепотка корицы, 3 чайные ложки какао и 3 чайные ложки молотого имбиря. Итак, что касается некоторых ингредиентов. Для этого рецепта лучше подходит коричневый сахар, но если у вас его нет, можно его запросто заменить обычным белым. Корицы нужно совсем немного, она очень ароматная и может просто перебить все остальные вкусы. Какао здесь используется исключительно для цвета, поэтому цвет этого печенья вы можете регулировать количеством какао. Ну а сухой молотый имбирь можно заменить натертым свежим имбирем, которого нужно также 3 чайные ложки. А для начала нам нужно смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара. В муку добавляем разрыхлитель, корицу, какао и имбирь. Все тщательно перемешиваем. Следующим этапом готовим основу для теста. Для этого нужно взбить сливочное масло с сахаром. А чтобы это легче сделать, масло должно быть комнатной температуры, то есть очень мягким. Масло слегка разомнем вилкой и затем смешиваем с сахаром. Взбивать можно миксером или венчиком, а также в блендере. Теперь вводим яйцо и все тщательно взбиваем. В эту массу постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться плотным, гладким, но достаточно мягким и немного липким. Скатываем тесто в шар и заворачиваем его в пищевую пленку. Тесто у нас готово, но его нужно убрать в холодильник на 1 час. Лишь затем мы будем его раскатывать. За это время тесто успевает затвердеть и с ним становится легче работать. Отрезаем небольшой кусочек, а остальное тесто снова убираем в холодильник. Тесто для имбирного печенья нужно раскатывать очень тонко. Оно должно быть буквально 2-3 мм. Но чтобы не деформировать фигурки, которые из него мы будем вырезать, это нужно делать сразу на пекарской бумаге. К тому же это тесто довольно мягкое и липкое, и чтобы оно не прилипало к скалке, мы его также сверху покроем 2-м слоем пекарской бумаги. Так раскатывать его будет намного легче. Тесто слегка разминаем и покрываем пекарской бумагой. Когда тесто тонко раскатано, снимаем верхний слой бумаги и можно вырезать печенье. Причем фигурки нужно вырезать на некотором расстоянии друг от друга. Лишнее тесто аккуратно убираем с бумаги. Готовый лист пергамента аккуратно переносим на противень, и его можно выпекать. Духовка разогрета до 180 градусов, а время выпекания зависит от того, какой толщины печенье у вас получилось. Если оно примерно 5 мм, то выпекаем 10-15 минут. Если тоньше, 2-3 мм, то 7 минут будет достаточно. Сразу после выпекания печенье очень мягкое, поэтому, чтобы оно не деформировалось, оставляем его остывать прямо в противне примерно на 1 час. Оно должно полностью остыть, стать твердым и хрустящим. В результате оно получается тонким, твердым, хрустящим, но при этом просто тающим во рту. А украшать такое печенье можно по-разному. Еще до запекания можно посыпать какао или корицей. Можно оставить без украшения, но перевязать тонкой яркой ленточкой. А можно сделать украшение из глазури, чем мы сейчас и займемся. Для нее нам нужен 1 яичный белок, стакан сахарной пудры, немного воды и 1 столовая ложка лимонного сока. Сахарную пудру взбиваем с белком до белой гладкой массы. Эта процедура занимает минуты 2. Теперь добавляем лимонный сок и взбиваем еще пару минут. В результате масса должна стать вот такой гладкой, блестящей, однородной и устойчивой.
Теперь совсем понемногу, буквально по чайной ложке, добавляем воду и хорошо промешиваем. У нас должна получиться довольно густая глазурь, но при этом она должна стекать с ложки. Украшать печенье этой глазурью можно с помощью кондитерского шприца или кондитерского мешка с насадками. Если у вас их нет, то можно воспользоваться плотным целлофановым пакетом, тонко срезав его уголок. Ту часть глазури, которую мы пока не используем, нужно обязательно закрыть пищевой пленкой, так как глазурь очень быстро сохнет. То печенье, которое мы украшаем глазурью, я с бумаги не снимаю. Так оно крепче держится и его легче украшать. Чтобы глазурь полностью зафиксировалась, нужно оставить просыхать печенье в течение 8 часов. Вот такое ароматное, хрустящее, тающее во рту имбирное печенье, причем очень красиво украшенное, получается по этому рецепту. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Пишите мне комментарии, а также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!